Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! У нас идет вторая фаза битвы за корону. В данном ролике рассмотрим команды неустрашимости и нового яда. Бить я буду Форт Мороза, который со своими уже заморочками. Не стал я на этой неделе идти на мид, решил пробить именно вверх. У нас как раз увеличенный урон от молнии на данном боссе. Так что в принципе в этом плане здесь будет с молнией попроще. Что ж, приступим к обзору команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. По поводу неустрашимости, то есть я пробовал вариант с двумя саппортами, сейчас даже ради примера вам покажу, какой урон здесь. И в итоге получается так, что в двух саппортов здесь результат хуже. Хотя у нас тут ослабления висят, и несмотря на то, что даже рейта там продляет, ослабления, которые мы накладываем, и счищает с нас штрафы на атаку, у нас урон здесь все равно выше, если мы используем именно одного саппорта, в моем случае это Маштур. Если Маштура нету, то ставим рейту. Подбираем тайминг именно в тот момент, когда мы накладываем все дебафы, ультуем, и чтобы она как раз чистила после всех и заодно продляла наши дебафы. Урона будет чуть-чуть меньше, но не значительно. Расстановка обязательно вот такая, чтобы тут оставалось окошко для кульвиды, и она могла немножко там поддамаживать этого элементаля. Кстати, сейчас ради интереса попробую, если мы сделаем так, чтобы она бафала двоих, просто как они рассредоточатся. Ну, в принципе, тоже можно и так расставить. Так, наверное, даже и будет еще и лучше. Да, я просто не протестировал этот момент, к сожалению. У нас Таривол, получается, будет раздавать атаку. Да, короче, расстановка идеальная, это именно вот так. Кульвида у нас на раздаче, и Таривол, получается, вокруг себя бафает урон. С настенки я снял сеты, которые раздают атаку, одел, в принципе, что было на урон. Если в прошлом варианте у нас бафали Женю все, то в данном случае бафает только Кульвида, героев по краям. Да, при такой расстановке тоже они встают так, как надо, и бьют именно этого элементаля. Если что-то изменить, начинается дурдом, то Женя сюда прыгает, либо Настя сюда. Вот поэтому расстановка именно такая. Тайминги я использую вот такие. Пробовал разные, но в итоге почему-то так у меня выходит лучше. Можете попробовать свои, конечно, но за счет того, что Маштур боевым все равно сбивает полоску навыка у босса, то подобрать тут что-то все равно нереально, а убирать ему точку вообще не вариант, потому что от него тогда смысла вообще здесь нету. Поэтому как-то вот так. Экипировка вообще полностью с воронки, если что. Просто взял команду с воронки времени, добавил сюда Таривола, одел шанскрит удара и скорость атаки, и поставил врага. Все, больше вообще тут ничего не менялось. Все, посмотрим, какой урон у нас получится нанести именно в одного саппорта. Также, если у вас рейта, то там, где стоял Маштур, именно на то место ставим рейту. Так, 4 я смог набить. Сейчас, кстати, сразу по реролю немножко. Вот это разница, конечно. 4 и 6. Просто рандом. Ладно, сохраним сразу тогда данный результат. И следующая команда у нас идет команда яда. Расстановку использую вот такую. Сакридей у нас, получается, бафает урон вокруг себя. Шмотки просто ужаснейшие, но у меня пока что лучше просто нету. Поэтому как-то вот так. Дал ей кучу точности и мотку на раздачу точки. И вот этот новый мифик. Блин, мне вообще понравилось, как он работает. Если Сакридея не вешает разлом, как она обычно это любит делать, то благодаря этому мифику разлом висит вообще намного лучше, чем это было вот раньше. То есть он реально работает, реально помогает. Лавкач в заливе. Если нету артефакта, то ставим, в принципе, либо донатный артефакт, либо сферу, либо рога. Лучше в приоритете вообще как бы рога. Вот лучше, если что, поставить их. Если лавкача вообще нету, то ставим дуранга. Ну и, в принципе, также его одеваем. Рейте я стараюсь максимально убрать точность. Сейчас, наверное, даже пробуду, сниму с нее нафиг. Да, тут желательно, короче, чтобы тайминги у нас не слетали. Пусть на третьей будет, четвертую не берем. Вот эти точность, это нам тут не надо. Чтобы она не замедляла элементали. У нас тайминги, которые я использую, не слетали. Такие вот тайминги я использую. Далее экипировка. Тут у меня вообще печально все со шмотками. Ну, верха еще как-то более-менее. Тут брони нет нормальной. Тут перчатка. Ну, перчатка ладно. Тут она, кстати, работает неплохо. Так что, в принципе, пойдет. Лотер без талантов. Нет у меня талантов на него, к сожалению. Не хватило мне сегодня. Чуть-чуть точки обязательно. Если мало ли, если у вас он там на 5
5-м пробуждении, непонятно каким чудом, вот тогда точность ему не нужна. Кстати, у Ловкача тоже у меня талантов нету, а они ему очень нужны, именно последние. Вот поэтому у меня тут урон будет не такой большой, как он, в принципе, здесь может быть. Сакридея вообще нам здесь зачем нужна? Именно как разломщик и уязвимость яду 30%. Это очень много на самом деле. Поэтому используем именно ее. Ну и новый герой. Самый адекватный вариант, который у меня получился, это одеть ей вот этот сет. Потому что других шмоток у меня вообще нету. Вот. Пришлось как-то вот так выкручиваться. На нее таланты я нашел, поэтому вот как-то так берем. Точности, в принципе, столько хватает. Можно даже чуть меньше. Ну и, собственно, расстановка такая, потому что только рейд у меня раздает характеристики. Все, живут они налегке. Сейчас посмотрим, сколько набьют. Вот, кстати, про Буду снял. Сейчас посмотрим. Тайминги должны не слетать, в принципе. Ну вот 1.9 с копеечкой получилось набить. Тоже, наверное, сразу сохраню. И нет, ладно, потом. На этом, в принципе, все. Если таланты вкачать, урон, соответственно, будет выше. Всем спасибо за просмотр. Коды скину в описании все. Так что используйте. На здоровье, отбивайте. До скорых встреч. Кто не подписан, подписываемся на канал. Всем пока.